Russian is one of the easiest languages to learn to read. If you can pronounce the letters of the Russian alphabet, it means that you have learned to read. In this video you will find a short text to read where the mentor will read the text at a slow pace, and you should try to read aloud behind him. Use the pause button on the video player to pause the video to read the words if you can't keep up with the instructor. Remember, practice makes perfect. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Let's read together. Санкт-Петербург считается одним из самых красивых городов России. Город был основан императором Петром I в 1703 году. Император решил построить город на берегах реки Нева, чтобы открыть для России окно в Европу. Город является довольно молодым по отношению к другим городам России, которые могут насчитывать многовековую историю. Санкт-Петербургу только 319 лет. Great. Let's do it another one. Санкт-Петербург известен своей архитектурой. В городе очень много красивых зданий, а также музеев, церквей и дворцов. В этом городе находится известная на весь мир янтарная комната. В Санкт-Петербурге есть много водоканалов. От этого часто его называют Северная Венеция. Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи более 200 лет. С 1732 по 1918 год. Great, you're doing very well. And one more. Летом, особенно в июне месяце, Санкт-Петербург переполнен туристами, потому что в июне наступают белые ночи. Это когда
Ночью на улице почти так же светло, как и днем. Этот природный феномен привлекает в город очень много туристов, желающих посмотреть на это чудо. Ночью на улицах так много людей, порой кажется, что весь город не спит. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Well, you did very well. I'm very sure you did. And please listen to how you will read this text if you are fluent in Russian. Санкт-Петербург считается одним из самых красивых городов России. Город был основан императором Петром I в 1703 году. Император решил построить город на берегах реки Нева, чтобы открыть для России окно в Европу. Город являлся довольно молодым по отношению к другим городам России, которые могут насчитывать многовековую историю. Санкт-Петербургу только 319 лет. Санкт-Петербург известен своей архитектурой. В городе очень много красивых зданий, а также музеев, церквей и дворцов. В этом городе находится известная на весь мир Янтарная комната. В Санкт-Петербурге есть много водоканалов, от этого часто его называют Северная Венеция. Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи более 200 лет, с 1732 по 1918 год. Летом, особенно в июне месяце, Санкт-Петербург переполнен туристами, потому что в июне наступают белые ночи. Это когда ночью на улице почти так же светло, как и днем. Этот природный феномен привлекает в город очень много туристов, желающих посмотреть на это чудо. Ночью на улицах так много людей, порой кажется, что весь город не спит. Добро пожаловать в Санкт-Петербург! If you like this video, give it thumbs up and stay tuned for next video.